Всем здорово, ребятос, и в данном ролике я решил сравнить два экзамена на звание Чунина. Ведь именно в Наруто это одна из самых любимых моих арок. И здесь, я думаю, многие меня поддержат. Ведь именно с этой арки по факту все и началось. Начиная от проклятой печати Саске и заканчивая смертью третьего Хокаге. Долго тянуть не будем, переходим сразу к видосу. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Начнем с небольшой теории, а именно с того, как осуществляется экзамен на Чунина в Наруто и Боруто. Пожалуй, начнем с Наруто. В нем экзамен состоит из 3 этапов, и после каждого этапа существенно уменьшается количество участников, а до финала доходит лишь единицы. Первый этап заключается в написании теста. Изначально Генину дают бланк с 9 вопросами, однако без разницы, как ты ответишь на эти вопросы, ведь главная задача этого теста состоит в том, чтобы собрать информацию и сделать это максимально беспалевно. После этого Генинам предоставляется 10-й вопрос, который в принципе является основным вопросом этого этапа. Его суть состоит в том, чтобы отвечать или не отвечать. В случае, если Генин не отвечает, он и его команда будут дисквалифицированы. А тот, кто выбрал ответить, но не сделал этого, навсегда теряет право сдавать экзамен. В принципе, чтобы пройти этот этап, можно, как и Наруто, ничего не делать. А я напомню, что он сдал абсолютно чистый лист бумаги. И из 153 участников во второй этап сумели пройти лишь 78 генинов. Теперь переходим к Боруто. В нем точно так же экзамен состоит из 3 этапов. Однако первый этап кардинально отличается от того, который был в Наруто. Для начала Генину нужно за 1 час сменить локацию, которая находится в 20 километрах от их изначального местонахождения. Однако все не так просто, ведь повсюду были расставлены ловушки. И если Генин в них попал, то можно считать, что он будет дисквалифицирован до того, как начнется первый этап. Суть которого заключается в том, чтобы ответить на один вопрос – правда или ложь. Однако и здесь есть подвох, потому что правильного ответа нету. Главной задачей было не упасть в лужу из чернил. И если же сравнивать два первых этапа в Наруто и Боруто, то по сложности они были плюс-минус равны. Однако в Наруто первый этап был более напряженным, он был интереснее. В Боруто он длился всего лишь полсерии, в то время как в Наруто ему уделили целых 3. А теперь переходим, наверное, к самому интересному, а именно ко второму этапу, который проводился под руководством Анко в лесу смерти. Одной половине генинам дают свиток неба, а другой свиток земли. Задача генинов добыть оба свитка за 5 дней и попасть в башню, которая находится в середине леса смерти, то есть туда идти 10 километров с каждой стороны леса. Всего на момент начала второго этапа было 26 команд. Соответственно, максимум только 13 из них смогут попасть в финальный раунд, если выживут. Особенностью этого этапа является то, что уже с первых секунд было понятно, насколько все опасно. Будучи зрителем, я точно так же переживал, как и сам Наруто. Дрожь была по всему телу. Ключевыми факторами на данном этапе были выживание, накопление интеллекта, который идеально продемонстрировал Саске. Сначала он смог прочитать технику подмены и отогнать первого врага. Затем он решил придумать пароль, чтобы больше не было таких ситуаций. Но и это было частью его гениального плана. Он специально сделал сложный пароль, чтобы Наруто не смог его запомнить, хотя не факт, что и легкий он бы смог рассказать. Но Саске прочитал ситуацию до малейших деталей и смог обмануть даже самого Орочимару. Также на этом этапе нужно было научиться идеально работать командой, хотя с этим у команды 7 все же были некие проблемы. В данной арке было много крутых и эпичных моментов. Сначала Наруто съедает огромная змея Орочимару, и он с помощью теневых клонов просто разрывает ее на кусочки. Затем врывается на движ Орочимару, который всего лишь одним взглядом парализует Сакуру и Саске и заставляет их увидеть собственную смерть. Саске был напуган до такой степени, что даже не смог заметить огромнейшую змею, которая была у него за спиной. Орочимару продолжал ломать психику юному Учихе, и тот просто отбивался. Единственный момент, который мне непонятен до сих пор, это то, как Саске удалось убить огромную змею обычной парочкой сюрикенов. Просто фантастика. Ну а дальше начинается настоящее сражение. Ослепленный страхом
Саски так и не может собраться. Однако на поле битвы залетает Наруто и спасает его. Но вместе с Наруто пришла и самая лучшая рисовка за все время, о которой я просто не мог не упомянуть. Страх потерять собственную жизнь у Саски был настолько велик, что он решает просто отдать свиток Орочимару. Но опять же, задницу Саски и Сакуры спасает Наруто. Он забрал свиток себе и пытается заставить Саски прийти в себя. Он понимает, что это бессмысленно, и нападает на Орочимару, который просто его пинает змеей. Будучи на грани смерти, он использует силу Курамы и теперь уже наносит встречные удары. Однако змееныш все равно его не чувствует и просто отбивает в сторону. Дальше он решает убить Саски, и ему почти это удалось сделать, если бы опять не вмешался Наруто и в очередной раз не спас Саски. И лично для меня это один из самых эпичных моментов в данной арке. Но дальше еще лучше, ведь Саски наконец-то приходит в себя и вступает в бой. Да, рисовка на тот момент была очень некачественной, но честно говоря, она мне нравилась. Она полностью смогла передать ритм и скорость боя. Но знаете, что еще лучше? Так это саундтреки, которые играют на фоне. Они просто божественные, они идеально дополняют это сражение. Именно в первом сезоне были самые крутые треки, во втором сезоне была уже не та атмосфера, а за Боруто я вообще молчу. Там треки вообще не вызывают у меня каких-то эмоций. Также хочу отметить, что Сакура идеально продемонстрировала свою бесполезность в бою против Орочимару. Однако дальше она защищала Наруто и Саски как могла. Да и мне понравилось ее сражение против той тройки звука. Ну, простыми словами, второй этап на Чунина в Наруто это просто шедевр. Однако давайте посмотрим, что там было в Боруто. Скажу сразу, сюжет мне не понравился от слова совсем, и много здесь говорить не нужно. Здесь второй этап считался больше игрой, чем каким-то действительно испытанием. Здесь ничто не угрожало жизни ни одному из генинов, в то время как в Наруто были жертвы уже до начала экзамена. Впрочем, как бы это смешно ни звучало, но это все, что я могу сказать о втором этапе в Боруто. Поэтому идем к третьему этапу, и здесь ситуация идентична. Подготовка к финалу и сам финал Наруто тоже можно назвать шедевром. Такие сражения, как Рок Ли против Гаары или Наруто против Неджи, можно пересматривать по несколько раз. В то время как в Боруто мы увидели, как главный герой так хотел победить, что использовал запрещенные нинджаты. В Наруто почти каждый участник был раскрыт как персонаж. Мы увидели, что у всех было тяжелое детство, а в Боруто на раскрытие персонажей просто забили болт. На самом деле сравнивать эти два экзамена с одной стороны неправильно. Во-первых, там совсем разные времена. В Наруто отношения между странами были очень сложными, в то время как Боруто живет в абсолютно мирное время. Во-вторых, сами испытания в Наруто были намного сложнее и опаснее. Если же в старые времена смерть генина это нормальное явление, то в Боруто такие времена уже давно прошли. Во-третьих, в Наруто было много психов, таких как Gaara или же Орочимару. Тот же Шино в первом сезоне внушал меня страх, а в Боруто его сделали просто клоуном. Да и в Боруто на сам экзамен на самом деле не делали никакого акцента. Вся арка была направлена на появление Мамашейки, в то время как в Наруто экзамен был тонким политическим ходом для других деревень, чтобы узнать слабости Конохи. Если же подводить итоги, то какой экзамен лучше, думаю, было понятно еще до начала ролика. По факту это два разных экзамена, суть которых также была разной. В Наруто нам все разжевывали, местами даже слишком, но даже пересмотрев несколько раз эту арку, ты все равно будешь получать море эмоций и после 10-го просмотра, в то время как в Боруто ты и половины не получишь этого за первый свой просмотр. В принципе, это все, чем я хотел с вами поделиться. Свое мнение насчет каждого экзамена вы можете написать в комментариях, а на этом у меня все. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ванкайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.